И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. Этот материал будет не посвящен боевым действиям, вернее, боевым действиям он будет посвящен, но это будет не обзор событий на Украине. Вернее, это будет обзор события очень интересного, очень, на самом деле, очень странного события в моем родном городе. Мой родной ребенок задал вопрос: папа, что это такое? Неужели русские войска обстреливают мирный город просто так? Напомню, сегодня днем город Сумы подвергся каким-то странным обстрелам. Разные несколько районов города прилетело по несколько странных боеприпасов. Это Веретеновка, это Белопольская, Анновка. И кто знает город Сумы, он знает, что это все один район. Причем в украинских СМИ все это было и в местных пабликах преподнесено как обстрел градами. Обстрел города Сумы мирного градами. С военной точки зрения, российским военным смысла туда стрелять нет никакого. Но самое странное даже не в этом. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на вот это фото, которое было опубликовано свидетелями этого происшествия. Это хвостовик от 120 миллиметровой мины. То есть во двор сумского жилого дома прилетела 120 миллиметровая мина. А теперь задайтесь вопросом. На Украине уже третий день идет война. Кто-нибудь, когда-нибудь, хоть один раз видел, чтобы российские вооруженные силы применяли минометы? Причем, если мы посмотрим, каким образом раздувается в социальных сетях истерия по поводу обстрела мирного города российскими войсками, а еще вспомним, что на Донбассе применялись так называемые блуждающие минометы. Когда обычный грузовик едет по городу, останавливается, бросает пару мин, и он едет дальше. И теперь еще раз внимательно давайте посмотрим на этот район. Это почти что мой родной район. Я жил на Курской. Я этот район знаю как свой примерно карман. Если где-то здесь установить 120 миллиметровый миномет, хоть на блуждающей станине, хоть стационарно где-нибудь там в урочище, его-то особо никто и не заметит. Ну, кроме тех, кто находится рядом. А рядом сейчас там никто не находится, потому что люди все боятся. В урочище в это время года никто не ходит. А с учетом того, какой эффект произвели эти события, у меня возникает вопрос, а не было ли это провокацией, чтобы настроить жителей города Сум против российских военных? Уж очень складно все получается. Еще раз повторю, российские военные пока нигде не были замечены в обстреле минометными минами. Но это очень удобное оружие для провокации. Его легко скрыть, его легко перевозить и им легко спровоцировать. Тем более, что следы этой провокации остались запечатлены жителями города. И я обращаюсь к жителям своего родного города. Сегодня у нас очень много фейков, очень много желающих поссорить нас, чтобы мы воевали друг с другом до конца наших дней. Причем вот такая технология, она уже задокументирована и применялась на Донбассе. Причем украинскими националистами. И именно эти самые националисты сегодня удерживают мой родной город. А еще, как мне родня передала из города, это все совпало по времени с объявлением воздушной тревоги. То есть вначале в городе объявили воздушную тревогу, что якобы российские войска собираются обстрелять градом город, да? При этом выстрелов градов задокументировано не было. Не было прилетов градов по Сумам. А обстреляли, как мы видим, судя по доказательствам, обычными минометными минами. Так вот, команду воздушной тревоги отдавал штаб гражданской обороны, территориальной обороны города Сум. Вот вам все ниточки и сходятся к одному узлу. Пока все говорит именно о том, что кто-то, кто имеет очень хорошие концы в территориальной обороне города Сум, сознательно все это спланировал. И мне почему-то кажется, что это дело рук тех людей, которым кажется, что сумчане не очень активно поддерживают сопротивление российским войскам, и они делают все от себя зависящее, используя те методы, которые они уже применяли на Донбассе, для того, чтобы обозлить обычных жителей Украины. И в данном случае моего родного города. И я очень хочу, чтобы все честные журналисты, которые просмотрят это видео, разнесли его по всем возможным пабликам. А мои уважаемые земляки, мои любимые сумчане, хочу вас попросить, не поддавайтесь на провокации. Я понимаю, что эмоции вас сейчас перехлестывают через край, но пока все говорит о том, что это именно так называемая наша родная тероборона, либо те люди, которые за ней стоят, специально обстреляли город из минометов, чтобы спровоцировать вас на ответные действия. Будьте бдительны.